Прежде всего, мне бы хотелось сказать спасибо всем за 2000 подписчиков на канале. Для меня это очень важное достижение. В связи с этим скоро будет стрим по коду по одной очень интересной теме. Анонс будет в моем ТГ и Дискорде, так что подписывайся. Сегодня я решил попробовать себя в чем-то новом. Этим летом я довольно активно писал плагины для Minecraft, и в последнее время мне что-то уж очень захотелось пописать Discord ботов. И я подумал, а почему бы не совместить эти две темы? Поэтому сегодня я покажу, как реализовать Discord бота, который будет работать в Майнкрафте. Мы сделаем верификацию, синхронизацию чатов, сделаем так, чтобы роли из Дискорда показывались в Майнкрафте и еще пару интересных фишек. Если ты посмотришь это видео полностью, то ты получишь довольно хорошее понимание того, как работают базы данных в Java, а также библиотеки для создания Discord ботов и Minecraft плагинов. Мне тоже не терпится приступить. Погнали! Сначала определимся с технологиями. Мы будем использовать язык Java, потому что на нем удобнее всего взаимодействовать с Майнкрафтом, и все нужные нам библиотеки подключаются без проблем с помощью технологии, именуемой Maven. Maven — это, так скажем, аналог PIP в Python. Если в Python ты пишешь pip install и название библиотеки, то тут достаточно прописать данные нужной тебе репозитории, в которой находится библиотека, она оттуда скачается, и ты без проблем сможешь использовать ее в своем коде. Если ты хочешь использовать какую-то библиотеку, но не знаешь, что нужно написать в Maven файле, то обычно хватает просто загуглить название библиотеки с припиской Maven, и по первым ссылкам ты увидишь необходимый XML-код, который нужно вставить в специальный файл pom.xml. Для написания Discord ботов в Java используется библиотека JDA, что расшифровывается как Java Discord API. Давай загуглим ее репозиторию и подключим к нашему проекту. Вторая библиотека, которая будет нам нужна, это библиотека работы с базами данных. Я, пожалуй, буду использовать SQLite. На самом деле не так важно, какой SQL диалект использовать, все они примерно одинаковы. Также загуглим эту библиотеку и подключим к проекту. Сейчас может казаться, что все это невероятно сложно. Я часто вижу комментарии от людей, типа, как ты все это изучил, как ты все это понял, или после твоего видео поплавился мозг. Когда я около 7 лет назад учился программированию, у меня в голове были абсолютно те же мысли. Я тратил сотни часов на изучение неструктурированной, непонятной мне информации, и никто не мог мне с этим помочь. Хорошо, что сейчас у всех, кто хочет попасть в IT, таких проблем нет. В интернете масса обучающих видео, статей, материалов и онлайн-курсов, где опытный человек, уже работающий в этой индустрии, поделится бесценным опытом. Из всего этого важно отобрать нужную и, что важно, не устаревшую информацию. Но как? Именно поэтому я хочу порекомендовать вам онлайн-курс Java-разработчик от онлайн-школы Skill Factory. Неважно, сколько тебе лет, был ли опыт разработки или самостоятельного изучения программирования, ребята из Skill Factory помогут освоить все, что тебе нужно для успешного старта в IT. Всего за 14 месяцев преподаватели и опытные разработчики помогут освоить Java, объектно-ориентированное программирование, научат работать с базами данных и пользоваться контролем версий. 40% теории, 60% практики. Вот формула успеха студентов Skill Factory. Здесь ты точно сформируешь свое портфолио и после обучения станешь востребованным спецом. У школы есть карьерный центр, который помогает с трудоустройством, поэтому я рекомендую вам курс от Skill Factory, тем более, что и отзывы у ребят просто отличные. В общем, переходи по ссылке в описании, вводи мой промокод Бебра и получи скидку 45%. Качни свой Java Skill на максимум вместе со Skill Factory. Перед подключением последней библиотеки нам нужно определить, как мы будем работать с Майнкрафтом. Для этого есть два способа: моды и плагины. Моды — это клиентская модификация, тогда как плагины — серверная. Думаю, достаточно логично, что бот будет располагаться на сервере. Соответственно, мы делаем плагин. Для того, чтобы писать плагины для Minecraft, нам необходимо использовать фреймворк SpyGod. Я буду использовать немного измененный SpyGod, который называется Paper SpyGod. Люди, которые шарят, поймут, остальным достаточно просто понимать, что в нем просто чуть-чуть проще сделать нужные в этом проекте вещи. Гуглим, добавляем. Помимо этого всего, Maven файл необходимо настроить, добавив пару строк кода, чтобы все работало корректно.
Итак, наш проект готов. Теперь давай сформируем техническое задание для нашего бота. Иными словами, придумаем, что вообще бот будет делать. Я решил выбирать несложные задачи для того, чтобы любому было просто понять, что я пишу. В первую очередь необходимо реализовать аутентификацию, чтобы игрок мог безопасно привязать свой Discord клиент к Minecraft аккаунту. Во-вторых, мы создадим Discord чат, который будет синхронизироваться с Minecraft чатом. Если в Discord в чат пишутся сообщения, то бот переносит их в Minecraft. А если в Minecraft чате пишутся сообщения, то бот соответственно переносит их в Discord. Также будем использовать Discord роли в качестве префиксов в чате. Но тут может возникнуть вопрос, а что если у игрока несколько ролей? И тогда я отвечу, мы будем использовать самую высокую по иерархии роль. Ну и вся инфа будет храниться в базе данных, которую мы с вами также напишем. Работа предстоит интересная. Начнем. Но перед этим прошу тебя поставить лайк и подписаться на канал, ведь 90% вас смотрят без подписки. 90. Спасибо. Первое, с чего я решил начать, это база данных, так как от ее работы будет зависеть очень многое и будет удобно строить код вокруг нее. Для базы данных мы создадим отдельный класс, а так как база данных у нас всего одна, то и объект у этого класса должен быть один. Мы не хотим, чтобы я в коде где-нибудь случайно создал второй объект базы данных, поэтому это надо предусмотреть. Для этого есть два пути. Сделать все методы класса статическими, что крайне не рекомендуется. Либо второй, сделать синглтон класс. Когда мой учитель по биологии в школе хотел, чтобы ученики запомнили какое-то слово, она называла его страшным словом. Поэтому страшное слово в нашем случае это синглтон. Синглтон означает, что у класса всего один объект, и случайно создать другой не получится никак. Для того, чтобы это реализовать, создадим у нашего класса базы данных приватный конструктор, и сверху создадим статическую переменную instance, в которой и будет храниться наш объект. И теперь получать доступ к классу базы данных мы будем через этот объект, и новых создавать мы не будем. Пропишем все основные переменные работы с BD. Подключение к базе. Создадим объект запроса в качестве переменной класса. Используя этот объект, мы сможем писать запросы к нашей BD-шечке. И вообще, давай поговорим немного о структуре нашей базы данных. В ней будет одна таблица. У этой таблицы будут две колонки: Minecraft ID и Discord ID, если пользователь верифицирован. То есть, если он прошел регистрацию в Майнкрафте, указал свой Discord ID и подтвердил в Discord свою верификацию. Чтобы закончить наш класс, создадим внутри него еще один класс. Назовем его BotUser. Это будет класс, по сути, дублирующий одну запись из таблицы. Чтобы при извлечении данных из базы мы просто их извлекали, засовывали в объект этого класса, и нам было удобно работать. И у нас не возникало проблем с доступом к той или иной колонке. Теперь в классе с базой данных создадим три метода: writeUser, getUser by Minecraft ID и getUser by Discord ID. Думаю, достаточно очевидно, что они делают. Первый метод будет отвечать за запись пользователя в базу данных по переданному Minecraft и Discord ID. Второй метод будет получать из базы данных запись по переданному Minecraft ID, то есть он будет искать пользователя с заданным Minecraft ID и, соответственно, возвращать его в виде, опять же, объекта класса BotUser. Третий метод, соответственно, будет возвращать из базы данных запись только уже по Discord ID. Вот и все. База данных, по сути, готова. Игрок будет попадать в базу данных после первого присоединения на сервер.
Просто там будет пустая колонка с Discord ID. Мы просто будем передавать его Minecraft ID, а напротив, то есть в колонке с ID Discord, будет пусто. Теперь приступим к созданию бота. Для этого перейдем на этот сайт. Называется он Discord Developer Portal. Думаю, все, кто работали с Discord ботами, знают, что это за сайт. И создадим здесь новое приложение. Необходимо дать ему имя и затем перейти в раздел бот и создать нового бота. Тут же мы добавляем имя и аватарку. Также в настройках этого бота чуть ниже нам нужно включить два интента, как показано на видео. Теперь создадим Discord сервер для тестов нашего бота и добавим его туда. Ну и все. Осталось реализовать нашего бота. Так как бот у нас один, тут тоже используем синглтон. Почему я его использую? Потому что очень просто контролировать, что другие объекты не были созданы, ведь они нам по сути не нужны. И очень просто получить доступ к этому объекту. Достаточно написать название класса и обратиться к переменной, которая уже и хранит наш синглтон, то есть объект. Ну и дальше в коде начинается чистое использование JDA. Эта библиотека очень простая, и сейчас ты в этом убедишься. Сначала мы создаем сам объект JDA. Чтобы его создать, нам понадобится токен бота. Чтобы получить этот токен, необходимо зайти на сайт, где мы создавали бота, и получить его вот таким способом, как показано на видео. Токен лучше не раскрывать другим, поэтому для его хранения я сделал отдельный класс. Ты же можешь просто поместить его в скобки, в кавычки, и все у тебя будет прекрасно работать. Теперь в конструкторе пишем jda.awaitReady и все. С помощью этого метода при запуске Minecraft сервера, в котором будет стоять наш бот, сервер подождет, пока у нас бот запустится, и только после этого он запустит игроков на сервер, то есть позволит им заходить. Теперь начнем реализовывать непосредственно механики нашего бота. Начнем с реализации верификации. Суть ее будет в том, что игрок пишет в Майнкрафте команду с указанием своего Discord ID. То есть, например, он пишет регистр Discord и пишет дальше свой ID. Кто не знал, у всего в Discord есть ID, будь то текстовый канал, игрок или даже сообщение в текстовом канале. Получить его можно, если включить в Discord режим разработчика. Как это делать, я думаю, вы без проблем найдете в интернете, программисты же умные люди, правильно? И получается, что пользователю будет достаточно включить этот режим разработчика, нажать на себя правой кнопкой мыши и в самом низу нажать Copy ID и, соответственно, просто вставить его в Minecraft. Ничего сложного в этом нет. После того, как игрок напишет эту команду, ему в Discord в качестве личного сообщения от бота придет уведомление, где он сможет подтвердить свою верификацию. То есть, чтобы мы удостоверились, что игрок передал ID своего аккаунта. Там ему придет сообщение, под ним нужно будет нажать на реакцию с галочкой или крестиком, чтобы принять или отклонить верификацию. Вы увидите, как это работает после реализации. Также нам необходимо в нашем боте создать переменную с Discord сервером, с которым он будет работать. В библиотеке JDA они называются гильдиями. Поэтому создаем переменную типа guild и получим ее по ID. ID мы допишем потом, пока что оставим эту строку пустой. Давай проверим, что все работает, и установим нашего бота на сервер, просто чтобы проверить, что он запускается. Для того, чтобы он запустился, нам нужно инициализировать сам Minecraft плагин. Ведь напомню, именно на основе него будет запускаться бот. Для этого создадим главный класс нашего плагина. Неважно, как его называть, главное указать Extends Java плагин и точка входа, собственно, в плагин готова. Помимо главного класса нужно создать плагин.uml и config.uml. Плагин.uml укажем три поля: имя плагина, версия Майнкрафта, под которую мы пишем плагин, и указатель на главный класс, то есть на тот, который мы только что создали. В конфиге пока что укажем только ID нашей гильдии. Вот мы и подошли, кстати, к тому месту, откуда мы будем брать значение нужного нам ID для того, чтобы использовать в боте. Кто не знает, в Майнкрафте есть система конфигов, в которых можно хранить значения по ключам. То есть пользователь плагина будет указывать в конфиге ID гильдии, с которой он хочет, чтобы бот работал.
А бот будет брать значение и по этому значению получать гильдию. И, собственно, таким образом он и будет заполнять вот эту переменную guild. Это, кстати, не какая-то новая система, и система, кстати, вообще не из Майнкрафта. Это старые добрые YAML конфиги, которые используют, по сути, в самых разных областях. И, кстати, по-моему, не только на Java. Итак, для того, чтобы это реализовать, в классе плагин создадим синглтон конструкцию. Но, как мы делали раньше, мы брали значение, по сути, из конструктора. То есть мы писали в нашем синглтоне new и название класса, то есть вызывали его конструктор. Но здесь это так не будет работать. Дело в том, что Minecraft сервера, они сами инициализируют плагины. И сервер, по сути, сам создает этот объект, а нам нужно его получить. Так вот, после того, как сервер создаст объект нашего плагина, он вызовет метод onEnable, который мы можем просто переопределить вот таким вот способом. И в этом методе мы просто можем присвоить в наш синглтон значение объекта нашего плагина с помощью вот такой конструкции. И, соответственно, он присвоится, никаких проблем не будет. Тут же, кстати, нам необходимо прописать строку, которая будет сохранять конфиг для пользователя в папку сервер. Далее идем в класс с ботом и получаем ID из конфига с помощью вот такой вот конструкции. Как видишь, мы получаем singleton, затем получаем конфиг, а затем, собственно, получаем long, то есть это тип данных long, это как число, просто с большим количеством знаков. И по этому ID-шнику мы и получаем гильдию, то есть наш Discord сервер. Ну и добавим такую отладочную информацию в конец, то есть выведем в консоль, что бот запущен. Также поместим в метод запуска плагина такую вот конструкцию, просто чтобы код с инициализацией бота запустился, а то он просто не вызовется. Теперь используем Maven, чтобы скомпилировать наш плагин в jar файл и достанем его из папки target. Я не буду показывать гайды по настройке Minecraft серверов, их полно в интернете. Нам надо лишь закинуть джарник в папку plugins созданного вами сервера и запустить этот сервер. Как видите, бот запущен и проблем не возникает. Приступим к реализации и верификации. Теперь накидаем основную структуру нашей программы. Для начала создадим у бота метод requestVerification, который будет отправлять боту запрос на верификацию и перенаправлять его пользователю, ID которого введено. Метод принимает два параметра. Это ID игрока Minecraft, написавшего команду, и переданный этим игроком Discord ID. Возвращать он будет boolean, то есть true или false, в зависимости от того, был отправлен запрос или возникла какая-то ошибка. Теперь давай сделаем, собственно, команду, из которой будет вызываться метод. Это будет Minecraft команда, и для того, чтобы ее создать, мы используем фреймворк SpyGod. Для этого создадим новый класс и указываем, что это класс команды из Minecraft, написав implements command executor. На самом деле во многих фреймворках для того, чтобы сделать какой-то служебный класс, который использует какой-то функционал из фреймворка, используются интерфейсы, и фреймворк SpyGod не исключение. Здесь используется интерфейс command executor. Мы приписываем implements command executor, таким способом показывая, что этот класс будет отвечать за выполнение какой-то команды. Затем мы применяем автоисправление ошибки, которая у нас появится после того, как мы напишем implements command executor, и у нас автоматически IntelliJ сгенерирует метод, который будет вызываться при написании команды. Ну и тут логика проста. Получаем пользователя, написавшего команду, и вызываем вышесозданный метод в if. И если он возвращает true, то пишем игроку, что ему отправлен запрос в Discord. Ну а если нет, то пишем игроку сообщение об ошибке, что что-то неправильно, он ввел неправильный ID или еще какая-то проблема. Чтобы команда начала работать, необходимо зарегистрировать ее в plugin.uml и в главном классе. Это делается очень просто, как показано на видео. Кстати говоря, я забыл зарегистрировать ивент присоединения игрока. Да, ивенты тоже нуждаются в регистрации, иначе просто не будут работать. Далее я решил создать менеджер запросов отдельно от класса бота, чтобы он всем управлял и передавал в бота только результат. Внутри него я создал класс request. Он будет хранить в себе того, кто создал запрос, и Discord ID, который был запрошен. Это нужно, чтобы бот знал, кому писать и от кого ждать ответа.
Кроме вложенного класса создадим также метод createRequest, который будет создавать запросы. Именно он и будет вызываться из бота. То есть, по сути, мы создали вложенный класс, а объекты этого вложенного класса создаются через отдельный метод. Оглядываясь назад, я думаю, что, возможно, это было ненужным, и я мог просто не создавать класс Verification Manager, а просто создать класс с запросами, то есть класс Request, и переместить всю логику метода createRequest в бота. Но сделал уж как сделал. Как видите, я сейчас пишу метод isUserOnServer. Я думаю, достаточно очевидно, зачем он. Он для того, чтобы проверять, что пользователь находится на Discord сервере. Иначе просто бот не сможет его получить. Ладно, пора приступать к реализации метода запроса верификации в боте, то есть самого метода request_verification. Для этого создадим в нашем классе с ботом список всех запросов на верификацию. Там мы будем их хранить и работать с ними. Суть же самого метода в том, что мы создаем запрос и проверяем, не находится ли запрошенный Discord ID в каком-то другом запросе. И не зарегистрирован ли он уже. Затем мы проверяем, на сервере ли пользователь, и отправляем ему сообщение. Чтобы принять или отклонить запрос, достаточно нажать на реакцию. Правда, пока что ничего не происходит. Для того, чтобы это исправить, нам нужно отследить события нажатия. Да, в библиотеке для работы с Discord ботами тоже есть система ивентов. Создадим новый ивент, я назвал его Reaction Add Event. Ивенты в GDA и в SpyGod работают примерно одинаково. Достаточно наследовать созданный класс от интерфейса слушателя и применить автоисправление для создания метода, который будет срабатывать при вызове события. В нем логика будет элементарная. Так как сообщения будут отправляться в LS, то проверим, что реакция была поставлена в личных сообщениях, а не в каком-то публичном текстовом канале. Также проверим, что у пользователя в личные сообщения, с которым поставили реакцию, есть этот запрос на верификацию, потому что это может быть просто галочка, которую он вдруг решил поставить. Если же все вышеперечисленные условия верны, то проверим, что пользователь нажал именно на галочку, а не на какую-то другую реакцию. И если это так, то вызываем метод grantVerification. Если же пользователь нажал на крестик, то вызываем метод rejectVerification.
чтобы они ему не мозолили глаз, не мешали в личных сообщениях с ботом. Также, как вы можете видеть, в методе Grant Verification я меняю никнейм игрока. Я просто хотел добиться того, чтобы в скобочках рядом с непосредственно ником игрока в Дискорде отображался его Minecraft ник. Это все работает прекрасно, только есть небольшая проблемка. При попытке изменить никнейм пользователя, у которого роль выше, чем роль у бота, возникает проблема доступа. Я не думаю, что это так важно, просто чтобы вы знали об этом. Итак, у нас верификация готова. Осталось зарегистрировать ивент и добавить в нашего бота интент для чтения пользователей гильдии. Помните тот самый интент, который мы включали в самом начале, когда были еще на Discord Developer портале. Давай протестим. Теперь приступим к синхронизации чата. Суть ее будет в том, что пользователь в виде админа укажет ID текстового чата, который он хочет использовать для синхронизации. Сначала создадим переменную, в которой мы сохраним текстовый канал для синхронизации. Затем реализуем методы отправки сообщений в Minecraft и Discord. Потом реализуем ивенты для их использования. Сначала создадим метод для отправки сообщений из Minecraft в Discord. Для этого создадим метод text-to-Discord-as. Суть его будет в отправке сообщения от имени игрока. Я избрал такой формат сообщений. При желании будет несложно его изменить. Еще один метод, который нам понадобится, это send-message-to-Discord. Это метод, который мы будем использовать для отправки сообщений из Minecraft в Discord. Ну и еще один метод, соответственно, для отправки из Дискорда в Minecraft. Только перед его реализацией создадим класс, который я назвал chat-util. В нем создадим метод broadcast. Он будет отвечать за отправку сообщений всем игрокам на сервере. Как видишь, тут я использую какие-то компоненты. Тем, кто работал с Minecraft плагинами, тут ничего пояснять не надо. Для других же поясню. Можете думать о любом тексте в Papers by God как о комплексной структуре, состоящей из одного или нескольких компонентов. Каждый из них может быть как отдельным словом, так и всем сообщением в целом. Идея этих самых компонентов в том, что у каждого отдельно можно настроить цвет и еще несколько параметров. Можно сказать, что это то, ради чего я взял именно Papers by God. Изменение цветов компонентов на RGB цвета — это то, что нам пригодится, когда мы будем реализовывать роли в виде префиксов у игроков.
Кстати, совсем забыл сказать, что код всего проекта ты сможешь найти на моем гитхабе по ссылке в описании. Также там реализованы некоторые фишки, которые не вошли в видео, так что переходи и подпишись. Ну а теперь мы реализуем сами ивенты. Назовем его чат-ивент. Тут логика элементарна. Проверяем, что сообщение в канале для синхронизации. Получим из базы Minecraft ID пользователя. Если его нет, то отправляем сообщение в Minecraft с ником из Discord. Если пользователь верифицирован, то пишем уже от имени игрока. Теперь реализуем ивент со стороны Майнкрафта. Тут все один в один такое же, только вызываем другой метод у бота. Не забываем зарегать оба ивента по привычной схеме. Готово! Теперь наш бот синхронизирует Discord и Minecraft чаты. Осталось последнее и самое красивое – префиксы. Тут все просто. Вспоминаем метод Broadcast. Тут как раз и видны все преимущества компонентов. Достаточно добавить лишь один компонент с ролью определенного цвета в начале, и проблема решена. Давай протестим. Да-да, это все. Фух, поплавился мозг, а? В любом случае, я кайфанул от проекта и надеюсь, ты тоже. Спасибо за просмотр, у меня сел голос. Пока.